Компоновка. Наша задача, если у нас есть один предмет, компоновать его плюс-минус по центру и крупно. То есть, чтобы он был видимый. Это наш формат, это наш предмет. Я все буду очень простые предметы брать, разумеется, чтобы я тут вам не вырисовывала 100 лет. Вот. Наша задача, чтобы у нас вокруг предмета был воздух. То есть впритык это как нужно. Как не нужно компоновать. Вот у нас формат, квадрат. И мы компонуем яблоко где-то куда-то вот сюда. Или куда-нибудь по центру, но очень маленькое. И у нас куча пространства. Вообще так не надо делать. Ты спокойно можешь задавать вопросы, я сейчас нарисую, и ты спокойно можешь задать мне вопросы, почему так нельзя, да? То есть все, что тебя интересует, прям задавай, ладно? Перебивать могу, да? Конечно. А то я так могу уйти от мысли и не додать информацию. Абсолютно точно, прям... Окей. Все сразу задавай. Вот. Почему не должно быть такое касание тут? Ну, очевидно, это некрасиво. Чтобы не упиралось. Да, это очень некрасиво. Что у вас вот тут? Что это за пространство будет? Почему так много пространства тут? Для чего это нужно? Что тут будет? Если тут какие-то красивые драпировки, еще можно подумать в таком масштабе, но тоже не советую. Дальше. Что у нас еще может быть не так? Хорошо, допустим, вы хорошо закомпоновали яблочко или кружочек, неважно, но вы ужасно закомпоновали линию горизонта. То есть такое может быть, но не только... Это когда вы прям сидите вот снизу и смотрите на это яблоко так, что оно у вас прям реально вровень с полом. Лучше такие, конечно, не выбирать ракурсы. Все должно быть очень гармонично. Вы, конечно, как правило, сидите всегда чуть выше линии горизонта, то есть яблоко у нас всегда стоит где-то чуть ниже линии горизонта. Поэтому вот такого стыка, вообще не может быть. Его делать не нужно. Мы сейчас говорим про академическую школу, да. То есть понятно, что в настоящее время можно делать все, что угодно, как вы хотите, правил нет. Но я основываюсь на академической школе, потому что я училась 15 лет в МАХ-Ларах и в МГАХе имени Сурикова. Вот. Так что я передаю все базовые знания наших отечественных художников. Так, что еще не нужно делать в компоновке? Давай пока тут остановимся. Есть вопросы по почему так делать не надо? В принципе, все понятно. То есть, очевидно, что как бы даже глазу неудобно смотреть на такое расположение, да, если слишком большое, слишком маленькое упирается. Да. Давай еще разберем, какие варианты могут быть помимо вот этого. Вообще, когда один предмет, очень сложно его закомпоновать как-то по-другому, в отличие от этого варианта. Но, тем не менее, если у вас, например, есть красивая тень, вы можете сместить шарик в сторону и закомпоновать эту тень. То есть, по факту, у вас предмет вместе с тенью читается как центральный. То есть, он в итоге в центре. Вот, тут у нас только предмет. Да, тень тут может уходить, но тогда она будет второстепенной. А можно тень еще использовать как продолжение нашего предмета. То есть, особенно если она очень какая-нибудь красивая такая, это тоже может быть абсолютно спокойно. То есть, это плюс-минус 2 оптимальных варианта. Ну и, конечно же, тут линия горизонта будет выше, чем предмет. Это у нас был один предмет в композиции. Давайте разберем в многофигурных компоновках, что может быть, чего не может быть. Возьмем чуть побольше формат. А знаешь, как мы сделаем? Ну да, так удобно будет. То есть возьмем мы, например, тоже квадрат. У нас будет бутылочка и яблочко. Оп. Смотрим. Вот, и тут какая-нибудь драпировка. Как-нибудь вот так вот она торчит. Угу. Давай даже ее сделаем темной, чтобы это было красиво. Как тебе по компоновке? Классическая? Комфортно на это смотреть? Как будто бы чуть-чуть выше уровень. Ну, мне так кажется. Вот этот, вот тут вот я бы подняла. Но это ладно, это не критично, то, что горизонт низкий. Это может быть. То есть тут у нас предмет, конечно, хочется немножко подисправить, так как я тут без ластика. Тут
предметы находятся на разных уровнях. Бутылочка чуть выше, яблочко чуть ниже, горизонт тоже выше. То есть это все не в одну линию. Драпировка, она либо останавливается на предмете, либо уходит за него. Что я имею в виду? То есть у нас, когда бутылка стоит, вот так вот драпировка входить не может. Это просто кошмар. Так нельзя. Дальше. Если у нас, вот, например, стоит бутылка и стоит яблочко, даже если оно у вас в реальной жизни попадает в линию бутылки, ни в коем случае так делать нельзя. Так, чего у нас не может быть? Точнее, что делать не нужно. То есть вот у нас бутылочка стоит. Вот у нас яблочко стоит. И вот у нас вот по вот этой вот линии, где заканчивается яблоко, вот так у нас идет горизонт. И еще и вот отсюда будет вылезать драпировка. И вот сюда, вот тут она будет заканчиваться. Как будто бы очень схематично. Очень. Неживой такой натюрморт. Очень такой. То есть одно врезается в другое, эта линия входит в эту линию, эта линия в эту линию. Очень все сливается. Еще и линия горизонта касается верхушки нашего яблока. Это просто, это сразу секир башка, если вы учитесь где-то в художественном вузе. это нельзя так делать. Что у нас, я подытожу, что у нас может быть в компоновке, чего лучше не делать. То есть бутылка. Вы меня простите, что я такие уродливые бутылки рисую. С этого ракурса очень тяжело что-то другое красивое нарисовать. Вот. Должна быть сзади, по-хорошему, да, конечно, там предмет может быть за бутылку, но я прям классическую такую ситуацию делаю, что у нас бутылка всегда выше, чем передний предмет. Они не должны быть на одном уровне. То есть разный уровень. Уровень, он должен быть разный, всегда. Это очень динамику придает всегда. То есть, чем более разнообразные вы сделаете все эти планы, складочки, чтобы они красиво уходили. Кстати, я забыла сказать. Ну ладно, это я тут. Кстати, раз я вспомнила, сразу пририсовываем. Чего не может быть? Когда в формате у нас драпировка или какой любой предмет прямой уходит вот сюда, в угол. Это просто ужасно. Например, вы рисуете вазу, и у вас там что-то торчит из нее. Ну, это вообще, как говорится, это трэш. Так делать не надо. Я сразу беру красный карандаш, и мы этот ужас просто, не может быть такого в углу. Это просто, это ошибка века. Что может быть? Расстояние между бутылкой и яблоком, или кругом, что там у нас, неважно. То есть вот у нас обычная, классическая, типичная ситуация. Драпировку мы никогда не ведем в бутылку, в предмет. Мы всегда выходим так, чтобы нашему взгляду это не мешало, чтобы вот это пространство пустое считывалось. То есть мы даем воздух, мы либо даем воздух между предметами, либо мы вводим драпировку в другой предмет и вводим его правильно. Правильно это под абсолютно не мешающим наклоном. То есть вот если у нас драпировочка тут торчит, то она либо так входит, либо оставляет вот такой промежуток между. Понятно, да? Либо так, понятно, что она и тут может входить. Но самое главное, чтобы вот эти вот вертикальные линии, оно не входило. Это просто, red flag. Не надо так делать. И вот тут вот к любому предмету в вертикальной поверхности ничего не должно вот так вот попадать, стекать. Это очень некрасиво. То же самое касается вертикальных поверхностей. Чтобы у вас вот эти вот вертикали, тоже сразу нарисую, чтобы все вот эти вот вертикали, там яблочко, бутылочка, чтобы вот эти вертикали все не сливались. Или если у бутылки там носик, чтобы вот сюда вот драпировка не входила. Даже если она под диагональным наклоном, но это просто ужасно. И чтобы она вот сюда вот так вот, и даже если она заворачивается за предмет, пожалуйста, добавьте миллиметр и закончите сбоку. Но это прям в разы будет лучше, выгодней, более красиво. Так, но так как это предмет неправильный, я, конечно, тут подсотру, чтобы это все было неправильно, некрасиво. Вот так.
чтобы это было оп, и вот так вот некрасиво выходит наша драпировка. Так делать вообще нельзя. Это просто сразу сразу ужас. Тут у нас что хорошо? Вот это вот касание. То есть мы его обводим. Это супер. И вот это супер. Вот то, что тут у нас все так вот входит, то, что вот эти все линии, они самостоятельные, им ничто не мешает, их не путает. То есть у тебя всегда есть главные предметы. Неважно, 1, там, 2, это может быть целая связка предметов. Самое главное тебе, как художнику, фокус это сделать. То есть все остальное подчиняешь. Драпировка, ее подчиняешь. Все, что там лежит, маленькие бусинки, это, конечно, круто. Но у тебя самое главное должно быть что-то одно или там 2 фокус. Либо же это композиция в целом. То есть вот этот вот силуэт, например, для тебя был бы важен. Тогда ты бы сделала все, чтобы тут вот это все красивенько так вот подходило, сочеталось и не мешало друг другу. То есть вот, если у нас формат, это все будет красиво выглядеть. Знаешь, что я поняла? Что линия драпировки... Можно еще переформулировать, сказать, что линия драпировки ни в коем случае не должна продолжаться, да, в следующем предмете. Вот, я это имела в виду. Да, то есть даже если мы заводим, получается, эту линию сюда, то она как будто превращается вот в эту, закругляется вот так вот. Они сливаются. Это разрушает форму вашего главного предмета, который стоит, например, на переднем плане. А вы должны знать, что то, что стоит на переднем плане, самое важное. Да, это база. Центр. Это прям база. Какие у тебя есть вопросы с компоновкой? Какие проблемы у тебя чаще всего бывают? Что ты не понимаешь, как сделать? Так, ну вот как раз мы разобрали про расположение нескольких предметов, да? Вот как раз Джессика сейчас объяснила, как расположить несколько предметов, и она уже ответила, в общем-то, на мой вопрос, потому что это для меня всегда была проблема, когда я делала наброски для натюрмортов, как расположить. Ну, понятно, что нам чаще всего натуру сразу давали, но, например, нужно выбрать ракурс, да, куда сесть, чтобы именно центр выделялся хорошо, чтобы это было гармонично на фоне всего остального, чтобы выделить главные и второстепенные предметы. И вот, собственно, здесь наглядно показано, как их расположить, если вдруг, не знаю, придется кому-то из вас самостоятельно из реквизита собирать натюрморт, вот, то вы будете уже знать эти основы. Да, супер, очень-очень рада, что мы это обсудили. Я надеюсь, полноценно. Если кому-то что-то будет недостаточно, я запишу еще одно видео. Так что пишите в комментариях, на какие вопросы я не ответила по поводу компоновки, а мы идем к следующей части.